Восьмой сезон в eFootball 2024 продолжается, какой-никакой контент мы все-таки, но получаем. И сегодня, в четверг, с очередным оперативным обновлением, Konami завезли очередной, скажем так, контент, который можно рассмотреть с разных сторон. Чем и предлагаю заняться в сегодняшнем ролике. Сегодня поговорим о Киляне Мбаппе в трансферном паке, новой кампании, очередной халяве и многом другом. Поддержите это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, ну а мы начинаем. Если вы играете в eFootball на мобильных устройствах и хотите пополнить свой аккаунт, задонатить, выловить самых лучших игроков, то в таком случае хочу порекомендовать вам данного продавца монет. У него вы сможете приобрести донат на любую сумму с крайне выгодным курсом. Он помогает людям с донатом более 2 лет и имеет более 13 тысяч отзывов на бирже FanPay. Ссылку на продавца вы найдете в описании под этим роликом и в закрепленном комментарии. Сегодняшнее оперативное обновление отчасти можно назвать обновлением, посвященным Манчестер Юнайтед. Как минимум один пак посвящен Манчестер Юнайтеду, скажем так, мини-компания, мини-халявная компания также посвящена игроку Манчестер Юнайтед, и в принципе на этом все, но как по мне этого более чем достаточно. Таким образом, сегодня в игре появился эпический пак на 50 футболистов, то есть это третий эпический набор из серии, когда в нем присутствует не более 50 футболистов. Стандартные паки рассчитаны на 150 футболистов, а здесь просто 50. В прошлом году, в конце августа, у нас был аналогичный пак с Майклом Оуэном. Где-то весной, точно не помню в каком месяце, у нас был аналогичный пак с эпическим Ромарио. И сегодня мы получили такой же пак, только уже со Скоулзом. Также 50 игроков, одна эпическая карточка и 3 специальные карточки, также игроков Манчестер Юнайтеда. Как-то не странно, тут шансов выбить эпическую карточку побольше, и, соответственно, потратить на нее монет придется намного и намного меньше. Если вам хочется выловить, скажем так, Скоулза, усилить свою линию полузащиты, или банально вы являетесь болельщиком Манчестер Юнайтеда, то, в принципе, шанс очень даже неплохой. Для всех игроков, будь то для новичков или матерых пользователей, Konami проводит очередную мини-халявную кампанию, и за вход в игру каждый из игроков получает бесплатную карточку Бруно Фернандеша. Очевидно, что эта карточка не намного сильнее его предыдущих версий, а если у вас затесались версии из eFootball 2022 или начала eFootball 2023, то очевидно она даже будет смотреться проигрышнее на их фоне. Но если вы играете в игру относительно недавно, как я люблю это повторять, в отношении всех бесплатных карточек, то в принципе почему бы и нет. В лишний раз использовать его в ивенте по английской премьер-лиге лишним не будет, я думаю. Также спустя неделю мы получили продолжение трансферного пака. Как вы все помните, предыдущий пак, первая его часть, оказалась крайне скудной на подбор игроков, на их рейтинге, и по сути вторая часть трансферного пака продолжает эту не самую хорошую тенденцию. За одним исключением, в ней, как неожиданно, появился Килян Мбаппе. Скажем так, я ждал всего что угодно, но точно не его появление в рамках этого набора. Учитывая, какой слабый подбор футболистов, Konami в него пихают. Но тем не менее, Киляна не добавили и остальных игроков, которые сменили свои команды, но опять же пак от этого лучше не стал. Подбор также скучный, скажем так, получше, чем был в прошлый раз, но все еще как будто ему чего-то не хватает. Но опять же зато присутствует Килян Мбаппе. Скажем так, если вы прагматичный игрок, если вы прагматично подходите к карточкам, к их рейтингам, к улову этих карточек и трате золотых монет, то новая карточка вам скорее всего не понадобится, потому что, она очевидно слабее той, что была в Showtime паке. Она не сильно лучше той, что раздавали в начале предыдущего сезона за сборную Франции. А поэтому, скажем так, если и пытаться выловить этого Мбаппе, то только ради, скажем так, эстетического удовольствия посмотреть на фейковую эмблему мадридского Реала и полностью пустую белую форму. Ни больше, ни меньше. Но ваш покорный слуга, как очередной гой, повелся на эту разводку и потратил свои оставшиеся 200 золотых монет. И в принципе уловом остался доволен. Также из примечательного можно отметить, что в игре начинают происходить первые летние трансферы. Далеко не все игроки сменили свои клубы в рамках карточек за ГПшки, но тем не менее первые сподвижки уже происходят. Таким образом, например, уже Матвей Сафонов появился в ПСЖ, как-то не странно, без мини-фейса, то есть без фотки, без реального геймфейса, без 3D модельки, но тем не менее. Также в мадридском Реале появился Эндрик, что интересно, с геймфейсом, то есть 3D моделька его лица присутствует, но отсутствует
фотография. Довбик перешел в Рому и прочие подобные трансферы. Условный Дани Ольмо, Альварес, которые пришли в Барселону и в Атлетико, соответственно, скорее всего подъедут, скажем так, в свои новые клубы чуть-чуть попозже, потому что, повторюсь в очередной раз, были произведены только самые такие первые начальные трансферы, но начало, как-то ни странно, положено. Ну и в конце также немножко затронем и футбол 2025, потому что вместе с очередным оперативным обновлением Konami также проанонсировали, что начиная с 25-й части обнуление прокачки карточек также станет бесплатным. Konami с каждым разом все больше и больше обесценивают нашу любимую синюю валюту под названием ГП. Если до недавнего времени, чтобы сбросить прокачку карточки и перекачать его заново, вам приходилось тратить где-то 100 тысяч, 150, даже 200, иногда даже 250 тысяч ГП, то после обновления в сентябре вся эта тема станет бесплатной. И вот таким вот выдалось очередное оперативное обновление в eFootball. В комментариях под этим роликом, как и всегда, я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, поскольку ситуация сейчас непростая и, скажем так, ваша поддержка важна как никогда раньше. Также подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий. Ну и банально оставаться также на связи. Я же всех благодарю за просмотр и активность под этим роликом и желаю вам всем удачи. Всем пока!